С конца XIX века Российская империя переживала экономический бум. Рынок страны поглощал металлы, машины, текстиль и прочую промышленную продукцию в стремительно нарастающих масштабах. Введение протекционистских пошлин на импорт и льгот на прямые иностранные инвестиции стимулировал приток в страну зарубежного капитала, который особенно охотно селился в губерниях Прибалтийского края. В 1913, последнем мирном году, наиболее развитым был район современной Латвии. Особенно выделялась Рига с ее 472 тысячами жителей, пятый по величине город империи после Москвы, Петербурга, Варшавы и Киева. Это был важный порт, по-настоящему крупный индустриальный и торгово-финансовый центр. Рига в полной мере пожинала плоды экономического бума. В целом, городское население края составляло 40% из 2,5 миллионов жителей, а промышленность давала свыше половины валового внутреннего продукта, в среднем по империи 14%. Фактически, это был самый развитый регион огромного государства. Всего 1,5% населения империи производили немногим менее 6% ее промышленной продукции. Главными отраслями были машиностроение и металлообработка, химическая и текстильная промышленность. Около 900 предприятий, которые можно было классифицировать как завод, фабрику или крупный цех, накануне Первой мировой войны выпускали в большом количестве машины и оборудование, железнодорожные вагоны, автомобили, велосипеды, резиновую обувь, покрышки и камеры для авто и велотранспорта, фанеру, мебель, пряжу, нити, ткани, мешки, ну и так далее, список огромный. Показательный пример. Крупнейшим в Риге было совместное российско-французское предприятие «Проводник», которое занималось производством обширного ассортимента резиновых изделий из импортного бразильского каучука, автомобильных и велосипедных покрышек, линолеума, обуви и так далее. В 1913 году на нем работало 13,5 тысяч рабочих, и он произвел продукции на 55 миллионов рублей, 95% которой поставлялось во внутренние районы России и за границу. По уровню урбанизации Эстония отставала от Латвии – 23% из почти 1 миллиона жителей на 1913 год. Тем не менее, в Ревеле, нынешнем Таллине, жило 116 тысяч. Промышленность здесь тоже была весьма развита. 2/3 занятых в ней трудились в текстильной отрасли и в машиностроении и металлообработке. Они были ориентированы в первую очередь на восточный рынок. Крингольская мануфактура в Нарве была крупнейшей в империи и одной из крупнейших в мире. Имелись также весьма крупные машиностроительные заводы, целлюлозно-бумажные, фанерные и мебельные фабрики. Как и в Латвии, значительную роль играл иностранный промышленный капитал, в основном немецкий, французский и британский. Литва была наименее развитой, выражена аграрной областью региона. Хотя население Вильны, нынешнего Вильнюса, и достигало 250 000, в целом уровень урбанизации был самым низким в рассматриваемом регионе – около 15%. И в скромной по объемам производства промышленности доминировали мелкие пищевые предприятия. Была, конечно, и крупная, довольно современная на тот момент промышленность. Например, металлообрабатывающее предприятие «Вестфалия» в Ковно, будущем Каунасе, основано немецкими предпринимателями братьями Шмидт в 1879 году. Перед Первой мировой войной на нем работало 1300 человек. Это был один из крупнейших в рассматриваемом регионе завод отрасли. Тем не менее, в целом литовская промышленность была по сути на порядок слабее соседних. В 1912 году она выпустила продукции всего на 16 рублей на душу населения, при среднем уровне по империи в 33 рубля, тогда как эстонская на 121 рубль, а латвийская на 156 рублей. Развитию Литвы мешало отсутствие портов, которые притягивали бизнес с особой силой. Кроме того, она отчасти оказалась заложницей своего приграничного положения. Опасаясь конфликта с Германией, российские власти вкладывали в развитие литовской инфраструктуры гораздо меньше средств, чем в Исландскую, Лифляндскую и Курляндскую губернии. Инвестиции, особенно зарубежные, в Ковно или Вильно не так приветствовались, как в Ригу или Ревель.